У меня мысль стать дирижером зародилась еще в раннем детстве. Мы с Ильей Александровичем были очень давно знакомы еще до поступления в консерваторию, потому что с ним дружили мои родители. И в 1963 году я поступил к нему совершенно сознательно. Здесь пауза очень динамична, потому что она дает толчок к дальнейшему движению. Пожалуй, 4 такта до паузы. Он поистине настоящий учитель-педагог. Он терпелив, он последователен, он доброжелателен. То, что он закладывал в нас понятие, что все равно техника рук – это подсобная история. А самое главное, что эти руки должны выразить. И он к этому нас приучал все время, Илья Александрович, к тому, чтобы ты всегда имел что сказать оркестру. То есть, что в данном произведении конкретно ты хочешь выразить. И вот этому смыслу твоего появления за пульт должны соответствовать твои руки. У меня жест выражает какое-то чувство. Почему? Потому что я... Да, Тиро, так мы просим всегда и выражаем какие-то свои чувства. Он был очень гостеприимный человек. Он всегда, даже когда он болел, он проводил уроки у себя на дому. Всегда мы отмечали его дни рождения с 7 января. Он жил всегда на Сенной площади, на очень высоком этаже. Поднимался пешком, несмотря на свой почтенный возраст, со своей женой Анной Аронной. А когда была жива Анна Аронна, она была таким, как бы это сказать, она не давала ему шага в сторону сделать без того, чтобы он просто берегла его как жнецок. Они прожили вместе 66 лет. И когда Илья Александрович остался один, вот тогда студенты окружили его теплом и заботой. Я знаю, что действительно его и провожали, и, в общем, следили за тем, чтобы у него и в быту было все в порядке. И когда он болел, я приходил к нему в больницу, я видел, что все время студенты там. В особенности к нему прекрасно относился Георгиев. Он за ним очень следил. За его здоровьем и вообще за тем, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Он возил его на гастроли, возил в Италию, возил его, по-моему, в Японию, в Финляндию. И делил с ним концерты, чтобы не тяжело было, значит, ему дирижировать. Часть программы он брал на себя, часть программы дирижировал Илья Александрович. Он никогда в жизни за границу не ездил. В то время, когда уже его студенты все перебороздили, они все знали, где чего. Он так по-детски изумлялся тому, что он видел за границей, какие там столовые, какие там уборные. Это вообще, это был предмет восхищения. Вот, но это было очень трогательно, очень мило. Так вот, и в частности, Валерий Бессалович следил за тем, за сбоями здоровья. У него был всегда врач в кардиологии в Покровской больнице. И как-то, я помню, мы очень испугались. Был очень сильный приступ, его увезли туда. И я примчался к нему, значит, туда, в палату, и там были его студенты. Говорил очень вяло, говорил очень тихо. И вдруг у кого-то рождается мысль, то ли это по рекомендации врача, надо было бы его на прогулку вынести. Так, я говорю, ну давайте подниматься будем, у него тут пальто, конечно, все это. Осень, вот типа такой жуткий нордост, ветрила страшная, облака рваные, то льет, то солнце. Ну такая, знаете, типичная наша ленинградская погода такая. На лифте мы его спустили, он ожил, щечки порозовели, он стал рассказывать анекдоты. Вдруг проснулась в нем жизнь. А мне он говорил еще такую вещь, говорит, знаешь, я могу утром встать, идти умываться, и меня бросает в пот от слабости. Но стоит мне взбегать на подиум, у меня совершенно сразу другое состояние. Конечно, жизнь человеческая не вечна. Конечно, наступает когда-то предел. Он умер 95 лет. Но это случай характерный для нашей медицины. К сожалению, не было Гергиева, его поместили в Мариинскую больницу. Там на него посмотрели просто как на старого человека. И все.
Я сам удивляюсь, что я дожил до такого, сказать, юбилея. И должен сказать, что меньше всего я связываю свои годы с именованием старика. Я еще не чувствую себя стариком, потому что я все время нахожусь в окружении молодежи. У меня до сих пор мышление студента. И я отношусь ко всем твоим студентам как к своим товарищам, так же, как я относился к товарищам, когда я не был еще педагогом. И вот в этом может быть секрет моего долголетия, что я просто со всеми молодыми людьми. Вообще он относился с большой самоиронией, это замечательное качество любого человека, относиться к себе иронично, видеть в себе, так сказать, какие-то, может быть, свои смешные стороны и не стесняться их. Вот такой был Илья Александрович. Он был изумительный человек, с большим юмором. И вот он рассказывал, это еще было задолго до того, как, может быть, я родился. Тогда, когда он только начал преподавать, у него была молоденькая студентка, которая была очень хороша собой. И у нее должна была быть первая встреча с оркестром. Она очень волновалась. И на последнем уроке под рояль она после этого урока, как Илья Александрович подошла и сказала: Илья Александрович, как вы думаете, оркестр за мной пойдет? Он сказал: пойдет, после репетиции. Такая история была смешная. Ну вот, тоже характеризует его как мягкого и доброго, с добрым, хорошим юмором человеке.